Добрый день! Сегодня я покажу вам, как можно тренировать мышцы тазового дна на нестабильных опорах. Наши мышцы тазового дна относятся к глубокому функциональному блоку, который образован мышцами тазового дна снизу, грудо-брюшной диафрагмой сверху, поперечной мышцей живота по кругу, это самая глубокая мышца живота, и многораздельными мышцами поясницы сзади. Весь этот висцеральный блок отвечает в том числе за стабилизацию нашего позвоночника и таза. И именно поэтому, когда мы используем упражнения на равновесие, на баланс, когда мы тренируемся на неустойчивых опорах, эти глубокие мышцы, как стабилизаторы, повышают свою активность. Для комплекса упражнений вам понадобится 2 балансировочные подушки. Данные подушки вы можете купить в любом спортивном или ортопедическом магазине. Вообще достаточно полезная вещь для домашнего использования. Итак, мы располагаем 2 подушки перед собой и аккуратно встаем по центру каждой из них. В идеале ваша стопа должна быть параллельно полу, то есть старайтесь не заваливаться на носок или на пятку, да, стопа параллельно полу. Важно, колени должны быть немножко присогнуты. Старайтесь не стоять на прямых коленках, тогда вы тренируете только стабильность голеностопа. А нам нужно уйти выше, на таз и позвоночник, поэтому колени мы немножко присгибаем. Итак, колени присогнуты, стопа параллельно полу. Теперь мы выстраиваем ось макушка, грудная клетка, таз. Все это находится на одной вертикальной линии. Не наклоняйтесь телом вперед или наоборот не выводите таз вперед, а спину назад. Да? Сохраняем вертикальную ось голова, грудная клетка, таз. И первое, что мы здесь делаем, просто балансируем. Наверняка вы уже заметили легкую активацию поперечной мышцы живота. Если нет, то вы можете сойти с опоры, потрогать себя вот в глубине мышцы живота, снова встать на опору, отстроить присогнутые коленки, отстроить стопы, вертикаль и снова пропальпировать свои мышцы живота. Я напоминаю, что у нас прямая мышца живота находится спереди, все остальные поперечные косые, они идут больше по бокам. Именно поэтому я вам предлагаю пальпировать себя в данной области. Наверняка вы уже почувствуете, что произошла такая легкая активация данной абдоминальной группы. Итак, первое, что мы здесь делаем, просто стоим, сохраняя то выстраивание, про которое я только что сказала. Опустите руки вниз, взгляд обязательно линия горизонта перед собой. И далее мы будем выполнять усложнение. То есть, в принципе, если вы встали и вам и так тяжело, то можете больше ничего не делать. Если у вас получается держать равновесие, вам достаточно легко, и вы хотите попробовать варианты посложнее, то мы добавляем различные движения. И можно начать с движений руками. Просто попробуйте на вдохе поднимать руки вверх, на выдохе руки опускать вниз. Сделайте так несколько раз. Если и это вам делать легко, то добавляйте вращение с небольшой ротацией корпуса. То есть, например, вы выводите руку вверх-назад и взгляд уводите за рукой. Рука идет вверх-назад и взгляд за рукой. Наверняка вы заметили, что когда вы уводите взгляд куда-то в сторону, сразу держать равновесие становится намного сложнее. Если вам и это легко, тогда супер уровень. Закрываем глаза. Отстроили присогнутые коленки, стопы, ось, взгляд, линия горизонта. И на фоне этого глаза закрываем на несколько секунд и открываем. То есть, если вы закрыли глаза и чувствуете, что вы сейчас упадете, глаза открывайте. Если вам легко, попробуйте хотя бы 30-40 секунд, ну, может быть, минуту, постоять с закрытыми глазами. Опять-таки, наверняка вы уже заметили, что держать равновесие стало еще сложнее. В общем, вот такая прекрасная тренировка у вас может быть дома. Но мы усложняем дальше. Если вы освоили такое положение, мы начинаем делать разворот, допустим, в правую сторону. Вы встаете на неустойчивые опоры и
начинаете аккуратно, сохраняя все наши отстройки, вертикальную ось при согнутой коленке, разворачиваться в правую сторону так, чтобы вы встали в положение шага. Обратите внимание, как меня уже потрясывает. Мне очень сложно сейчас. Надеюсь, что и вам тоже. Пожалуйста, не блокируйте ноги, то есть не разгибайте коленки полностью. Обратите внимание, что вес тела у вас на двух ногах равномерно. Не должно быть такого, что вы сильно опираетесь на одну ногу или на другую. Вес тела равномерно на двух ногах. Опять-таки, вы здесь можете просто поддержать равновесие, либо пробовать закрывать глаза, как мы с вами делали в положении, когда просто стояли с опорой на две ноги. Либо можете тоже добавить произвольные движения руками. Сделали в одну сторону, ну и, соответственно, затем мы обязательно разворачиваемся в другую сторону. Вот сам этот процесс разворота тоже прекрасная тренировка. И снова вес тела на две ноги равномерно, коленки присогнуты и сохраняем ось голова, грудная клетка, таз. Если получается, прикрывайте глаза. Ну и далее возвращаемся. Сколько все это делать? В принципе, 3, 5, 7, 10 минут вполне. Вот вечером, например, вы, не знаю, болтаете с детьми, смотрите какой-то сериальчик. Не лежите на диван, встаньте на эти неустойчивые опоры, это будет прекрасная тренировка. Причем не только для мышц тазового дна и поперечной мышцы живота. Это также подойдет тем, у кого, например, есть боли в спине, нестабильность поясничного отдела, слабые ягодичные мышцы. То есть упражнения достаточно полезные и без противопоказаний. Во время беременности, естественно, делайте это более аккуратно. То есть, например, вы рукой можете придерживаться за стенку или попросить вашего партнера, мужа, старших детей вас немножечко контролировать, чтобы вы не потеряли равновесие, чтобы не было риска падения. Давайте попробуем сделать другие упражнения на нестабильных опорах. Следующее упражнение, которое мы выполним на нестабильной опоре, на балансировочном диске, это будет упражнение птица-собака. Но смотрите, если мы с вами когда делали упражнения стоя, я показывала их на более такой пупырчатой поверхности, то до следующего упражнения вы можете просто развернуть этот балансировочный диск более гладкой опорой, так будет просто комфортнее вашему колену. Итак, ставим балансировочный диск перед собой, чуть правее центральной линии ковра. Мы встаем на четвереньки. Кисти будем располагать под плечами, колени под бедрами. И правое колено я кладу на балансировочный диск. То есть условно, посмотрите, пожалуйста, сейчас внимательно на меня. Я просто встаю на четвереньки, но под правое колено я кладу балансировочный диск. Теперь правую стопу я приподнимаю вверх, так, чтобы у меня не было опоры на голеностоп. Опора только на колено. Я давлю коленкой чуть-чуть в балансировочный диск, руками давлю немного в пол, делаю длинный выдох через рот, подтягивая мышцы тазового дна и живот, и левую ногу увожу назад. И здесь стараюсь сохранять равновесие. Что важно, не заваливаться тазом вправо или влево, не разворачивать таз вверх, то есть стараемся выстраивать таз так, чтобы он был примерно параллелен полу. Не прогибайте спину. У вас спина остается в более-менее нейтральном положении. Макушка стремится вперед, нога тянется назад. Обратите еще раз внимание, опоры на носок правой ноги нет, носок на весу. Если вам здесь легко, выводите правую руку вперед, сохраняя равновесие. Если и здесь легко, вы можете добавить небольшие движения правой ногой, правой рукой. У меня, например, сейчас правая рука идет в правую сторону, левая нога в левую сторону. Или можно делать небольшие круги правой и левой ногой. Соответственно, мы данное упражнение выполняем на одну сторону и затем все то же самое выполняем на другую сторону. Еще одно упражнение, которое я часто использую для тренировки мышц тазового дна на нестабильных опорах, это мой любимый ягодичный мост. Ягодичный мост, я считаю, вообще заслуживает отдельного видео. Итак, вы ложитесь на спину, кладете балансировочный диск любой стороной под стопы, руками давите в пол. Стараемся стопы держать параллельно полу. Ноги либо вместе, либо чуть-чуть
чуть-чуть в стороны. Но здесь, к сожалению, не получится держать ширину таза, поэтому здесь ноги будут достаточно узко. Итак, мы с вами стопами давим в пол, начинаем приподнимать таз вверх, вы как бы коленками тянетесь диагональ вперед-вверх. Старайтесь, пожалуйста, сильно не разгибать грудной отдел. Мне важно, чтобы вы не переносили нагрузку на затылок и плечи. Центр грудного отдела стремится немножко вниз, а таз вверх. Нам здесь важно именно добиться разгибания тазобедренных суставов, напряжения ягодичных мышц. Ноги стоят на платформе, коленки не разваливаются, бедренные кости параллельно друг другу. Легкий вариант, когда вы поднимаетесь вверх, вы давите руками в пол, руки создадут дополнительную опору. Это первый вариант. Второй вариант более сложный. Вы поднимаете одну руку вверх, опускаете, потом другую руку вверх. Если легко, поднимаете обе руки, фиксируете это положение. И здесь можно добавить либо динамику, то есть, например, вы на выдохе, втягивая мышцы тазового дна внутрь, стопами давите в балансировочный диск, коленками тянетесь вперед, тазом вверх, добиваетесь обязательно разгибания в тазобедренных суставах. Вдох, спокойно опускаетесь вниз. Выдох вверх, вдох вниз. Можно попробовать остаться в статическом варианте, то есть вы выходите в это положение и фиксируете. Также можно снизить опору. Например, вы можете попробовать перешагивать то одной ногой, то другой. Опять-таки легкий вариант – руки на полу. Вы шагаете ногами, обязательно фиксируя положение таза. Более сложный вариант – вы все это делаете без опоры рук. Попробуйте, очень классные упражнения, и они намного сложнее при выполнении, чем это кажется визуально при моей демонстрации. Будьте здоровы, ваша Ом.